Господи, благослови. Аз, многогрешная монахиня Варвара, являюсь членом Русской Православной Церкви и верноподданным царя нашего державного патриарха Зосимы, и желаю сказать слово в защиту Господа в лице Государя, последнего помазанника Божия, который в настоящее время находится в темнице за правду Божию, за обличение в ереси Московского патриархата и нечестивой антихристовой власти. Хочу выразить несогласие со 2 статьей Конституции РФ, где сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Как может творение само ставить себя выше Творца? Мы вместе с нашим царем-батюшкой Царской империи отрекаемся от этих слов. Для нас высшей ценностью является Бог во святей Троице Единой и Его святые заповеди. Также выражаю протест против 29 статьи Конституции РФ, где сказано, что запрещается пропаганда религиозного превосходства. Мы не можем с этим согласиться, ибо это в корне противоречит Святому Евангелию, которое гласит: один Господь, одна вера, одно крещение. А эта 29 статья узаконивает все религии, делая их равными. Все ереси, лжеучения, тоталитарные секты, оккультные организации ставят на один уровень с верой православной, таким образом узаконивая экуменизм. Еще больше дьявольская суть 29 статьи выявилась, когда в 2016 году была зарегистрирована сатанинская церковь. Получается, что православная церковь и церковь сатаны теперь равны перед законом? Какое безумие, какое богохульство! А в России русская православная церковь Московского патриархата, в кавычках, вообще молится с иудеями. И почти все молчат. Да и хуже того, чтобы никто не смог оправдаться, узаконили сии иудейские власти для России богохульную статью 29, где бесов уравнили с Богом нашим. Согласно Святому Писанию, святых отцов и вселенских соборов, правил святых апостолов, это есть публичное богохульство. И если христианин промолчит и не заявит открыто, что он против всего богохульства, то он является предателем веры православной и отлучается от Святой Троицы, Бога нашего. Мы, чадо православной церкви Царской империи, такие законы антихристовой власти принять не можем и соблюдать их не будем, а будем стараться прославлять Бога и защищать веру православную. И да поможет нам в этом всемилостивый Господь молитвами Пречистой Богородицы и нашего державного владыки. В 29 статье сказано, что запрещается религиозная пропаганда, а наш царь-патриарх Зосима не занимается пропагандой. Он проповедует Слово Божие, а слово пропаганда ему никак не относится, так же, как и ко всей Царской империи. Ибо в Русской Православной Церкви проповедуют, а пропаганду ведут волонтеры Антихриста. Требую освободить из темницы государя нашего, царя-патриарха Зосиму, и всех же с ним в заключении находящихся, ибо удерживают его в заключении, не имея на то никаких оснований. Просыпайся, русский народ! Тебя приравняли с сатанистами, а ты молчишь. Тебя подвели под проклятие, а ты раболепствуешь перед своими поработителями. Ты молчишь, когда сия антихристова власть желает убрать со своей дороги главного борца за правду Христову, владыку Зосиму. За что же претерпевает темничные узы наш государь? За то, что ему Богом дано встать на защиту Руси, нести истину и быть победителем. Просыпайся, русский народ! Доколе будем предавать Бога, ибо молчанием предается Бог. Идите за Христом, идите за помазанником. Кто не проснется и не выйдет из гнета сей нечестивой рефии и не встанет под амофор державного патриарха Зосимы,
тех всех постигнет праведный гнев Божий, а помазника своего, его церковь, Господь защитит. Анафема всем, кто написал 2 и 29 статьи и все нечестивые законы Эрефии. Анафема, анафема, анафема. Слава Христу! Смерть нечестивому антихристу!